Всем тату! С вами Алекс, и сегодня мы поговорим о цене. Вопрос, который мучает всех тех, кто хочет сделать тату. А сколько это стоит? Давайте разбираться. Существует несколько способов определения стоимости тату-услуг, а также других услуг. Почасовая оплата – самый часто встречаемый способ определения стоимости тату-услуги. Думаю, тут сразу все понятно. Сколько часов? Столько и стоимость. Плюсы и минусы каждого из подходов мы обсудим чуть позже. А пока поехали дальше. Допустим, есть предплечье, а есть разные стили тату. Кстати говоря, мы будем их обозревать скоро, поэтому подписывайтесь на канал. Тату на предплечье в одном стиле стоит столько, в другом по-другому и так далее и тому подобное. Также есть фикс по времени. Скажем, все, что занимает меньше 4 часов, X. Все, что больше, Y. Существует также фикс за проект. Если работа предполагает несколько сеансов, проект рассчитывается на определенную сумму и оплачивается сразу. По сантиметрам или дюймам. На мой взгляд, самый странный способ оценки. Ну да ладно. Но тут тоже как бы все понятно. Сколько сантиметров, столько и стоимость. Чем больше, тем больше. Чем меньше, тем меньше. Место, анатомия, сложность, кожа. То есть тот способ, при котором оцениваются все параметры. Например, пришла женщина с вполне классической анатомией, без старых тату, чистой кожи, хочет реалистичного тигра на предплечье. После подгонки эскиза под ее анатомию мастер называет ей стоимость, исходя из параметров ее тела, ее конкретного тела. Пришел молодой мужчина, 2 метра ростом, с вот такими длинными руками и вот такими широкими предплечьями, как из мультфильма «Моряк Папай», с крайне тугой кожей, где очень много коллагена. Опять же, после подгонки эскиза под его анатомию, мастер называет ему стоимость X2 в силу особенностей его тела. Теперь поговорим о плюсах и минусах каждой системы. Главный плюс почасовой оплаты – это ее предсказуемость. Сколько вы провели времени за сеансом, столько денег вы и заплатили. Просто посмотрев на часы, вы можете понять, сколько это стоит. А если вы уже опытный клиент, вы примерно можете понять, сколько та или иная работа займет конкретно на вашем теле, и вам даже не придется спрашивать, а сколько это стоит. А вот главный минус почасовой оплаты – это что те мастера, которые делают хорошую работу, без потери качества за меньшее количество времени, наказывают себя за эту хорошую работу. Хотя, по сути, они сделали то же самое, только сэкономили вам время и страдания от длительных сеансов. Также стоит отметить, что при такой системе у мастеров нет никакой мотивации заканчивать проект быстрее. Многие мастера просто неоправданно растягивают сеансы, дабы заработать больше денег. Плюс фикса также в предсказуемости. Вам озвучили стоимость, и дальше она не меняется. Но в данном случае мастера очень часто пренебрегают качеством, ибо никто им больше не заплатит. И поэтому надо закончить побыстрее. А если им никто не заплатит больше, значит обращать внимание на детали вовсе не стоит. И так сойдет. Вот главный минус фикса. Работа по сантиметрам тоже своего рода фикс. Предсказуемость также является большим плюсом. Но что если тату такого размера просто невозможно сделать? Или тату большего размера будет смотреться более привлекательно и выигрышно на вашем теле. В таком случае увеличивать размер у вас просто не будет никакой мотивации, потому что платить придется больше. Скорее всего, это приведет к плачевному результату. Как обычно по заживлению, спустя 2-3 месяца. Огромным плюсом системы оценки по всем параметрам является то, что вы платите не больше, не меньше, а ровно столько, сколько требует ваше тело. При всех вышеперечисленных методах оценки вам, скорее всего, дадут максимум. И если мы вспомним пример, который я приводил при описании данного метода, миниатюрной женщине придется заплатить столько же, сколько и 2-метровому мужику с широченными предплечьями и толстенной кожей, что не совсем честно, согласитесь? Из минусов стоит отметить, что такая оценка требует большего количества времени и вашего личного присутствия. Хотя, если мы говорим про тату, а вам с этим всю жизнь ходить? То лучше бы потратить все время, чтобы избежать потенциального перекрытия или лазера. А какой способ мы используем в нашей студии? Как вы уже скорее всего поняли,
последний. Годы работы наших мастеров в разных студиях по всему миру привели нас с Натали, а также нашу команду к тому, что мы предпочитаем способ оценки по всем параметрам. Почему? Мы хотим, чтобы стоимость была максимально честной. Миниатюрная женщина не должна платить столько же, сколько огромный двухметровый мужчина с огромными предплечьями. Объем работы просто несоразмерный. Результат для нас важен. Мы не будем экономить и делать ту тату, что не сделает вас еще более привлекательной или навредит вашей внешности. Поэтому вам будет озвучена та стоимость, которая даст наилучший результат. Как бизнес мы хотим не только удовлетворять запросы наших клиентов, но и делать жизнь наших мастеров лучше, что в свою очередь повлияет на их отношения и подход к работе, что в свою очередь отразится на качестве работ и желании улучшаться постоянно и делать работу еще круче. В завершении давайте ответим на вопрос. Как же мне узнать, сколько будет стоимость тату на моем теле? Нет ничего лучше личной консультации. Вы это уже слышали и услышите еще много раз. Мы работаем с телом. Тела уникальны. Даже если мы возьмем двух людей одинакового роста, одинакового телосложения, одинакового пола, их тела будут разными в силу генетических особенностей. Поэтому мастеру важно увидеть ваше конкретное тело. Это то, с чему им придется работать. Занимает это 30 минут. Но имеет огромное значение для достижения наилучшего результата. Вы же хотите, чтобы ваше тату получилось настолько идеальным, насколько это возможно. Это все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет много чего интересного. Также не забывайте ставить лайки и писать свое мнение в комментариях, потому что для нас это важно. Мы хотим делать тот контент, который удовлетворяет ваши запросы. Вы также можете подписаться на наши соцсеточки, ссылочки тоже в описании. А с вами был Алекс. До новых встреч!